Я думаю, многие из нас видят, с каким придыханием диктатор Лукашенко говорит о предстоящем возможном визите в Китай. Зачем Лукашенко едет к председателю КНР? Давайте попробуем разобраться. Лукашенко осознал, что долго сидеть в шпагате между Москвой и Брюсселем стало для него небезопасно. Поэтому он начал стучаться в двери Поднебесной, которая, по его мнению, может дать ему гарантию выживаемости и позволит уменьшить угрозу для его личной власти. Но зачем Китаю Лукашенко? Китаю не нужна Беларусь экономически, потому что экономика нашей страны – это даже не крошки на обеденном столе Китая. Ведь экономика лукашенковской Беларуси – это пыль и иллюзия. После 2020-го и до настоящего времени мы наблюдаем, что у Лукашенко не получается. Он не в состоянии повторить сценарий, когда через уступки он пытается нормализовать отношения с Западом. Потому что эти уступки сегодня уничтожат его изнутри. Он, как политическое животное, понимает, что освобождение всех политических заключенных, особенно активных лидеров, прекращение массовых репрессий и даже оставим на перспективу досрочные выборы приведут его к политической катастрофе. Китай – сверхдержава. И от Китая также зависит разрешение глобального кризиса в связи с войной против Украины. Китай способен при определенных обстоятельствах дать Лукашенко гарантии. В случае его отказа впустить повторно российские войска на территорию Беларуси и попытаться исключить территорию Беларуси из театра военных действий. И тем самым продемонстрировать миру свою роль Китая в деэскалации ситуации. Но это для судьбы диктатора тактическое решение. Стратегически его судьба даже в глазах Пекина предрешена. Он здесь винтик, на котором уже сорвана резьба. Вторым шагом этой стратегии могут стать возможные гарантии для Лукашенко относительно безопасного и безбедного, с учетом награбленных миллиардов у белорусского народа, существования диктатора и его семьи в Китае, тогда, когда он будет вынужден бежать из Беларуси. Ну и послесловие, опять же, для рассуждений. Для Лукашенко игра с Китаем может стать также вариантом, способствующим затягиванию времени, попыткой дождаться политической смерти главного союзника, руководителя Кремля. Но и в этом варианте стратегически он проиграет. Ведь белорусский народ никогда не простит ему всех его преступлений. Судьба Лукашенко решена.